просторы снимаете, да? Снимаете. Брелок отключил, включил. Чуть не проебал. Раньше воды было тут еще больше. К осени. Полотно дырявое. Ну и понятно, со всеми вытекающими бобры, блядь, выдры. Вообще хуйня тут есть. Не, ну тут я, конечно, все понимаю. Что это, блядь, за тигр, нахуй? Медведи? Маленький какой-то. Может, медвежонок, блядь. Ебать, лапа здорова, блядь. Ну это просто, это с мою руку, блядь. Заебись. Философский вопрос. Насколько сильно сжимается очко от собственных мыслей? Ответ. Очень сильно. Надо учить следоведение. Ага. Ну, блядь, лапа пиздец здоровая, нахуй. Я не знаю, что это, блядь. Это явно не собака. Либо это какой-то, блядь, сука, крокодил. Потому что, ну, блядь, с мою ладонь размером. Медведь, по идее, он больше ладони. Нога-то. И вообще, в принципе, там по-другому немножко. Вот. Но все равно, блядь. Какой-то убийца, блядь. Просто нахуй. Все. Можно делать алмазы. Очко сжато максимально. Теперь придется идти и петь. Ну, так как минимум спокойнее. Соображаем. Следы были в сторону деревни. Насколько свежие, я определить не могу. Первое, что приходит мне в голову, это медведь. Тигров здесь нет. Я надеюсь. Тигров нет. Ага. Чего мы помним о медведях? Ну, во-первых, бегать от него бессмысленно. Вот. Во-вторых, надо казаться больше, чем он. Фу. Что там еще? Орать, кричать. Хорошо работают фальшфейеры. Так. Петарды всякие. Что еще? Что еще? Ну и все, блядь. Если он решил подойти к тебе, нахуй, то он к тебе подойдет. Там это, блядь, разные истории про кулак в глотке, там вот это все. Вот, то, что спасло. Все, ребят, пиздец. Я сейчас, блядь, на очковой тяге нахуй отсюда улечу. Так, лоси. Так, ну вот это, в принципе, лось. То есть вот она, хуйня. Пошел у нас, получается, вон в ту сторону. Чё им, блядь, всем надо около деревень, нахуй? Хули они все туда прутся? Хотя, с другой стороны, там еще есть ручеек. Может быть, пить ходят. Но, блядь, какая-то сомнительная история. Кстати, да. Здрасте. Что делаем? Да ничего не делаем. Просто так. Грустно, страшно. Вышли в лес. В очередной раз посидеть. Я хочу костер. Хороший костер хочу.
не просто банку погреть, а прям посидеть около него, подумать о всяком. Вот. Сергей сегодня выехал на рыбалку. Вот. Вначале там было озеро, пруды, озера. Вот. Он остался там, ловит, у него там тоже дзен. Надо постигнуть. Вот. А я, собственно, с другой стороны дойду до елового питомника. Тем более утречка. Возможно, всякие интересные истории. Вот. Типа лосей там. Ну, желательно не в упор, но так издалека может быть неплохо. Вот. Вышел налегке, рюкзачок, водичка, жрачка, медицинская и так по мелочи. Вот. Собственно, все. Направляюсь. Идти недалеко. Чисто прогулочка. Как мила и прекрасна природа. Пение птичек и трупы. Чья-то прошлогодняя добычка. Уже оползла вся. Рогов что-то не видать. Хотя, может, и не прошлогодняя, пару месяцев. Жило он еще все есть. Ну, ворошиться не будем, конечно. Это у нас мелкая какая-то хуйня. Они, судя по всему, друг за другом тут шли. Раз, два. Легонечко прогуливались, бля. Кажется, мне нравится ходить по росе. Макровато, конечно. Но больно до хрена всего интересного. То есть, так как земля мокрая, влажная, куча следов. Прям обосраться просто. Прям день открытия какой-то. Блять. Ну, порощица, из которой сейчас вышел, там следов и лосей, и косуль. Там просто проходной двор, блядь. Там все истоптано. Деревья изодраны и так далее. Так в целом, блядь, увлекательно. Как адреналинчик-то настроение поднимает, а? Когда думаешь о всяких медведях. Ух, бля, лишь бы его не встретить. По-любому ж болото, блядь. Больно трава низкая. Не, нормально. Замученной дорогой я выбился из сил. Так, ну здесь явно водопоище, бля. Мне, кстати, надо будет чуть правее вон туда. Я подсбился. Чуть меня налево тянет. Я вроде правша, должен направо тянуть, а меня налево тянет. Бывает же такое. Так. Так. Аккуратненько. Главное не пиздануться. Блять, что она такая мутная-то, блядь? Хотя весна. Логично, да? Что все, блядь, стекает. И вся грязь у нас здесь под ногами, блядь. Все в воде. О, какое живописное местечко. Просто, блядь. Ух, ебать, родник. Охуеть. Вот это надо отметить будет. Буря мглою небо кроет. Не. Чего, копытных здесь много. Если вот они такой валежник обожрали, считай. Но у меня один, не два. Не три, не четыре. Может, они здесь с бензопилами ходят?
Это не я ее, если что, поставил. Это здесь она стоит. Судя по всему, с корнями. Вот это они ее залезали, конечно. По-любому посох лишак оставил. Бля, удобненько. Протолстоват снизу. Как будто наждачкой обработали, бля. Ты гляди. Ладно, поставим назад. Повезло. Не особо видно, наверное. Ну и похер. Там вон небольшая просека. Последние полчаса я иду по всяким буеракам, лужам, болотам. Не очень приятно, конечно. Ну что сделаешь? У самурая нет цели. Есть только путь. Мне еще интересно. А как вот это, блядь, происходит? Вроде каких-то, блядь, ветров здесь не было. Прям ураганов. Ты посмотри, блядь, их откалывает. Это ж пиздец. Тут, блядь, целыми полянами, нахуй, они валяются. Кстати, опять ландыши. Сначала не заметил, а потом понимаю, что опять луком воняет. И когда давишь, такой похожий запах. Что-то, блядь, этих ландышей просто поля. Просто, блядь. Такое ощущение, что они вытесняют, нахуй, всю остальную растительность мелкую. До ельника остался где-то километр. Иду уже где-то 2 часа. Проблема в том, что утром я не поел, и теперь очень хочется жрать. Но, как задумано, есть будем через час. Поэтому надо превозмогать. По сути, подняться на буерак, туда вверх, и я буду уже около. Остается еще один вопрос. Как бы все еще утро. Вот. Но уже не раннее, да, уже там почти 9. Что там будет в самом питомнике? Будут ли там местные жители? Благо, что как бы хряков можно услышать там издалека, не постоянно, там шум, гам стоит, там вот эта вся хуйня. Их, то есть, далеко слышно, то есть можно подготовиться. Ну, не к бою, а к тому, чтобы съебать нахуй. И к ним туда не подходить. Палка, блядь, сломалась нахуй. О, дубочек заявись. Вот из этого сейчас, блядь, и заточку сделаем, и посох. Ну все, пизда всем медведям. Ага. Что мы тут? Желуди, блядь, ищем. Охуеть. Кабанье, кабанье пошло. Пошло кабанье. Свежак. Только, блядь, протоптал. Еще вода даже не успела скопиться. Что-то куда-то туда, блядь. Походу в ельничке все-таки будет кто-то. Есть такое ощущение. Так. Охота на лосей продолжается. У волков, кабанов и всех остальных. Сейчас, блядь, чуть не промахнулся нахуй мимо точки. Уже пошел, блядь, мимо. Там должно было оставаться метров 100, блядь.
Проскочил, блядь. 300 метров сейчас. Вот, блядь, правее теперь взял. А то жаловался, что влево все беру, влево. Нормально. Свиненок. Раз, два. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. И побежал. Фу. Опасно. Не, ну вот это зачетная полянка. Прям вообще влажновато, конечно, под ногами. Но вот тут просто бомба. Просто, блядь, стена. Вспоминая про кабанов. Сажали картошку, судя по всему, блядь. Суки. Не, блядь, вроде тишина. Но тут, конечно, блядь, мощно, мощно. Не, бля, тишина. О, бля. По всему кто-то шишечки собирает, нахуй. Или собирал, да собирался. Вот она, блядь, тропа, нахуй, основная. Кабаний следец. Не такой большой ли. Так, сверяем время. Время 9:30. От Сергея выдвинулся какого там, 7:30. Ну, 2 часа. 2 часа у меня заняло, собственно, пройти расстояние. Сейчас надо набрать пороха, веточек. Вот, какой-нибудь смолицы, дровишек. И посидеть пожрать. Потому что жрать уже я не могу. Я хочу пиздец просто, бля. Я сейчас сам какого-нибудь кабана пойду ловить, судя по всему, если я не пожру. Единственная проблема, что на моей поляне, это поляна, на ней деревьев нету. И сидеть там, ну, не вариант. Ну, потому что там, во-первых, лужи, блядь, там болото ебучее. Вот. А здесь полить не особо хорошо. Потому что тут может пыхнуть только за милую душу, блядь. Ладно, будем думать. Вот я сегодня набатонил немножечко. Распидорасил пень. Все, сейчас это все пожечь, запалить. И можно наслаждаться природой. Ну что, почетырим немножечко. Пошло дело. Потихонечку. Что-то уж соскучился по такому. Ну что, всем приятного. Сейчас постынет, перекусим, поваляемся и надо назад выдвигаться. Заставлять ждать не камильфо, конечно. Только не нужны они мне стали. Ты добрался ко мне сам, и чужие голоса мне все помыслы
помыслы твои сказали так. Не бойся потерять то, что не сумел найти. Мне открыты все пути в мир духа. Все, костер потушен. Припасы подъедены. Надо возвращаться к Сергею и доехать назад. Лёжечка. Фух. Страшно, страшно. Ух, страшно. Еще как напрыгнет, как нахрюкнет. И пиздец. Вызывайте МЧС. Где-то в середине леса, плюс-минус от питомника, нашел дорогу старую. В лосинах тут, блядь, следов просто пиздец. Там дальше, сзади, там мокро. Вот. Там прям видно, как он несется, несется. Бах, дерево, он тормознул такой. Чуть ли не на жопе проехал. Блядь, а это уже посадка какая-то, нахуй. Это какая-то искусственная появилась. Или это просека просто была. Хотя нет, где пни, блядь. Вот. Он прям бежит, бежит, на жопе скользит, блядь. И все. Тормознул, блядь. Постоял, реп почесал, взял дерево, обошел, блядь. Я по его следам, наверное, уже минут 40, блядь, иду. Ну, может, не по его. Может, они все разные тут. Но в целом, блядь, в одном направлении. Здоровый след, причем свежий. Ну, интересно, куда эта дорога ведет. Нарисовалась очередная проблема. Съемка в высоком разрешении, 60 кадров, очень жрет батарейку. Поэтому в основном заряда хватает только туда. На обратном пути очень жалко что-то снимать, потому что есть вероятность, что ты отсюда не вылезешь. Ну, ибо ничего не работает, карты нет, навигации нет. И все, доброе утро. Только успел я на последних 5% хотя бы посмотреть направление, блядь. И потом по компасу его держать. Вот так. Не, ну тут уже вон гуманоиды ходят. Это, судя по всему, Дубна, речка. Какое-то из ответвлений. И дорога вон. Возможно, там где-то можно перелезть. Но чувак, который здесь вылазил, это, судя по всему, он в сапогах был, блядь. Не, ну хуй знает. Перелез по камням. Вроде не промок. Все, можно в ту сторону двигать. Балки не было. Что, снимаешь опять? Опять снимаешь? Ну надо тебе показать. Не надо мне показывать. Любимцы публики. Любимца публики. Здравствуйте, публика. Здравствуйте, здравствуйте. Я очень рад, очень рад. Очень рад. Была рыбалка. Ничего не поймали. Рыжиков поймал лося, блядь. Может быть, почти.